Первые детали операции по ликвидации диктатора, невероятное планирование и минуты на выполнение. Все подробности расскажем. США применили новую тактику в Иране – дешевый обстрел дорогих объектов. И при чем тут Украина? Нападение на посольство, волна жестокости прокатилась по Ближнему Востоку, пока в Тегеране падают памятники. Захват российского судна, военное НАТО провели операцию, которой еще не было. Официальное заявление об этих и других самых главных событиях вечера воскресенья 1 марта. Спасибо, что выбираете нас. Это правильное решение. В эфире «Нехта». Я Алексей Бурлаков. Дальше только о важном и интересном. Первые детали операции по ликвидации диктатора. Работа, которую проделали разведструктуры сразу нескольких стран, на самом деле огромна. Незадолго до начала совместной атаки США и Израиля на Иран ЦРУ установила точное местонахождение аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом операции. По их данным, американская разведка отслеживала верховного лидера на протяжении нескольких месяцев, фиксировала его перемещения, привычки и график встреч. Ключевой момент наступил, когда стало известно, в субботу утром в правительственном комплексе в центре Тегерана состоится совещание высшего руководства страны, и на нем будет присутствовать сам Хаменеи. Именно это стало окном возможностей. Необычайно быстрое устранение верховного лидера Ирана стало результатом тесной координации и обмена разведданными между США и Израилем накануне атаки, а также глубокого изучения иранского руководства, особенно после прошлогодней 12-дневной войны. Операция стартовала около 6 утра по израильскому времени. С авиабаз поднялись истребители, вооруженные дальнобойными высокоточными боеприпасами. Через 2 часа и 5 минут, примерно в 9:40 утра по тегеранскому времени, ракеты поразили правительственный комплекс. Высшее руководство национальной безопасности находилось в одном из зданий, Хаменеи в соседнем. Удар был рассчитан с учетом этой конфигурации. После удара по комплексу последовали точечные атаки по местам пребывания руководителей иранских спецслужб. Хотя главе разведки удалось скрыться, высший состав иранских агентств, по информации источников, был практически уничтожен. Аятолла Арафи выбран временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана, а в медиа начали массово разгонять сообщения о том, что другой аятолла Насер Макарем Ширази якобы объявил джихад против США и Израиля. Формулировки звучат максимально жестко: месть, религиозное решение, война, джихад. Но официального подтверждения этому нет. На момент записи этого видео на официальном сайте Макарема Ширази и в государственных источниках Ирана отсутствуют заявления о прямом объявлении джихада США или Израилю. Некоторые иранские издания 28 февраля опубликовали формулировку «решение о джихаде», ссылаясь на, цитату, «месть за кровь лидера», но без первоисточника, официальной публикации, да и вообще какого-либо текста. В июне 25 года Макарем Ширази действительно выносил фетвы или молитвы, в которых называл Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху мухарибами, врагами Бога. Тогда он призывал поставить врагов на место, а противодействие им описывалось как действие, сравнимое с джихадом. Но даже тогда это не было формальным объявлением войны. Сейчас, на фоне резкой эскалации и сообщений о гибели высшего руководства Ирана, риторика усилилась, но подтвержденного религиозного указа о начале джихада нет. Иран продолжает наносить удары, на первый взгляд, вслепую, но если присмотреться, то так и выходит. Кроме довольно обобщенных сведений о позициях американских войск в регионе, несколько ракет выпущено по британским базам на Кипре, что автоматически может втянуть еще одну страну в конфликт. Тем не менее, новые удары по Бахрейну, Эмиратам и даже нетронутый первой волной Оман попал под обстрел. В Шардже, Объединенных Арабских Эмиратах, вспыхнул крупный торговый центр. По предварительной информации, причиной стал упавший беспилотник. Здание охвачено огнем, под завалами могут находиться люди. Еще несколько дней назад подобный сценарий для ОАЭ оказался невозможным. Теперь огонь в одном из самых спокойных и богатых регионов мира. Параллельно тревожные сигналы приходят из Саудовской Аравии. В столице Ар-Рияде прогремели взрывы. Именно в Ар-Рияде расположена авиабаза принца Султана. С 2019 года это один из ключевых опорных пунктов США в регионе. Здесь размещены
американские военные, системы ПВО «Патриот» и авиация, предназначенная для операций и защиты от угроз, включая иранские. Регион стремительно втягивается в масштабную эскалацию, география ударов расширяется, и теперь под угрозой оказываются страны, которые еще недавно считались глубоким тылом. Дональд Трамп резко отреагировал на заявление Тегерана о готовности к жесткому ответу на удары США и Израиля. По его словам, если Иран нанесет слишком сильный удар, Америка ответит беспрецедентной силой. Иран только что заявил, что сегодня нанесет очень мощный удар, более сильный, чем когда-либо прежде. Им лучше этого не делать, потому что если они это сделают, мы ударим по ним силой, какой еще никогда не видели. Тем временем корпус стражи Исламской революции опубликовали заявление, в котором пообещали новые атаки, а спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф выступил с жестким заявлением на государственном телевидении. Он пообещал, что Тегеран сравняется счетом с США и Израилем. Трамп и Нетаньяху перешли красную линию и заплатят за это. Мы нанесем такие болезненные удары, что вы будете молить о пощаде. Мы подготовились ко всем сценариям и разработали все необходимые планы. Принявший мученическую смерть имам Хаминеи был верующим и непоколебимым. Мы продолжим решительно следовать по его пути. Риторика сторон стремительно ужесточается, конфликт выходит на новый уровень прямых угроз с обеих сторон, а риск дальнейшей эскалации становится все выше. CNN публикует подробную карту нанесения ударов, которая показывает, что для Ирана, на первый взгляд, не все потеряно. Тегеран официально объявил о формировании чрезвычайного руководящего совета, который временно будет исполнять функции верховного лидера после гибели аятоллы Али Хаминеи. Официально первый вице-президент Мохаммад Махбер заявил, что в состав органа вошли президент, глава судебной власти и представитель Совета Стражи Конституции. Именно эта структура должна обеспечить управление страной до избрания официального преемника Ассамблеи экспертов. Одновременно иранские официальные источники подтвердили гибель ряда ключевых фигур силового блока. Фактически страна лишилась не только высшего религиозного руководства, но и части военной вертикали. По иранскому законодательству Временный совет обязан гарантировать стабильность государственного управления и подготовить процедуру передачи власти новому духовному лидеру. Сейчас главное, воспользуется ли гражданское протестное общество частичным отсутствием центрального управления и возьмут ли они власть в свои руки. А в это время американские дипведомства в мусульманских странах атакуют протестующие. В пакистанском Карачи толпа прорвалась на территорию американского консульства. Люди, вооруженные булыжниками, досками и палками, разбивали окна, громили здания и подожгли КПП. По данным иранских медиа, охрана открыла огонь после попытки штурма. Сообщается как минимум о 10 погибших. Официальные данные о числе пострадавших уточняются. Протесты в Кашмире тоже собрали огромное количество людей. Силы безопасности Ирака применили слезоточивый газ против проиранских протестующих, которые в большом количестве собрались у так называемой «зеленой зоны» Багдада и попытались прорваться к посольству США. С флагами и плакатами в руках участники акции протестовали против ударов США и Израиля по Ирану. Когда колонна приблизилась к строго охраняемому дипломатическому кварталу, силовики ее остановили и вытеснили протестующих, применив газ. Протесты против американских действий на Ближнем Востоке перерастают в прямые атаки на дипобъекты. Регион входит в фазу резкой эскалации, при том, что в самом Иране начинается следующий этап борьбы с режимом. Там начинают падать памятники. Америка ударила по-украински. США впервые применили в реальном бою недорогие одноразовые ударные беспилотники, тактику, которая стала визитной карточкой Украины с 2022 года. Об этом сообщает Политико со ссылкой на данные Центрального командования США. По информации Центком, в первые часы операции против Ирана были задействованы высокоточные удары с воздуха, суши и моря, но ключевой новинкой стала работа оперативной группы Scorpion Strike, которая впервые использовала массовое одноразовое БПЛА как полноценный инструмент наступления. Именно такая модель, дешевые, массовые, расходные дроны, позволила Украине в начале полномасштабной войны компенсировать нехватку тяжелого вооружения и численное превосходство противника. Позже эту тактику переняли и российские силы, что радикально изменило характер современной войны.
Бельгийские военные ночью захватили нефтяной танкер «Эфера», который, по данным властей, принадлежит к так называемому теневому флоту России, сети судов, используемых для обхода санкций на экспорт нефти. Судно длиной 180 метров шло под флагом Гвинеи. Около полуночи его перехватили у побережья Остенда. Министр обороны Бельгии сообщил, что операция под кодовым названием «Голубое вторжение» была проведена при поддержке французских вооруженных сил. По его словам, это первая подобная операция для Бельгии. Поздравляю наши вооруженные силы с профессиональными и решительными действиями в ходе успешно проведенной этой ночью операции, а также благодарю наших французских партнеров за ценную поддержку. Бельгия всегда будет следить за соблюдением международного морского права и будет жестко отвечать на любые нарушения безопасности своих территориальных вод. С октября 2025 года «Эфера» находился в санкционном списке ЕС. Судно подозревается в транспортировке российской нефти и нефтепродуктов с использованием нерегулярных высокорисковых схем. Для него действует запрет на заход в европейские порты. По данным Минфина США, танкер связан с морской империей Мохаммада Хоссейна Шамхани, сына Али Шамхани, бывшего советника верховного лидера Ирана, который, по сообщениям израильских источников, погиб во время недавних ударов. Американские власти утверждают, что Хоссейн Шамхани использовал политическое влияние отца для создания обширной сети нефтяных танкеров и контейнеровозов, задействованных в обходе санкций. В последние недели 14 европейских стран выступили с открытым предупреждением в адрес судов теневого флота России в Балтийском и Северном морях. Улицы старого города заполнены людьми. Массовые страйки в столице, дежурили тысячи полицейских. Люди требуют справедливости и политической ответственности накануне судебного процесса, который стартует 23 марта. По всей Греции остановились поезда и паромы, городской транспорт работал с перебоями, сотрудники вышли на акции тоже. У здания парламента в Афинах протестующие возложили цветы, а на асфальте красной краской были написаны имена 57 погибших, в основном студентов. Трагедия произошла 28 февраля 2023 года. Пассажирский поезд с более чем 300 людей столкнулся лоб в лоб с грузовым составом в районе Темпа, недалеко от Ларисы. Погибли 57 человек, десятки получили ранения. А в прошлом выпуске громкое условие Кремля снова отодвигает конец войны. Что именно Путин готов отдать или потребовать в обмен на Донбасс? И не станет ли это новой ловушкой для любых переговоров? Параллельно операция Израиля и США против Ирана рискует больно ударить по Киеву. Как именно? На этом фоне президент срочно созывает Совет Безопасности с призывом немедленно остановить боевые действия, а Москва внезапно заявляет о готовности содействовать деэскалации. Если вы еще не видели, обязательно посмотрите, а мы встретимся уже завтра.